Приступаем к нашей работе. Я с помощью волшебной петли набираю крючком, делаю первую петельку. И теперь мне надо набрать еще 11 петелек. Раз, два, 11. Теперь я ниточку подтягиваю. Вот у нас петля уже есть на крючке, она у нас с вами будет первой петлей нашей. И теперь нам надо с вами уже набрать следующий ряд. Мы с вами еще одна петелька, 2, 3, 4. 4 петли у нас с вами есть, и я их уже переношу на спицы. Теперь следующее. Я набрала все петли. Первую петельку отмечаю маркером. Мы с вами будем вязать по кругу, и маркер будет у нас с вами служить началом ряда. И вяжем первый ряд. Для этого я провязываю 2 петли. Раз, два. Накид. 2 петли. Раз, два. Накид. И таким образом я провяжу все петельки. Я провязала ряд. Следующий ряд мы с вами вяжем без прибавления. Эти накиды мы точно так же провязываем лицевыми петельками. Я довязала ряд до конца. В следующем ряду я буду делать уже прибавление. Сейчас у нас уже будет 3 лицевых петельки. Раз, два, 3. Накид. Раз, два, 3. Накид. Провяжу ряд до конца, следующий ряд буду вязать без прибавления. И таким образом мы будем вывязывать донышко у нашей шапочки. То есть мы с вами будем один ряд вязать с прибавлением. Постепенно у нас с вами количество петелек в клинышке будет увеличиваться. Вот сейчас у меня уже будет 4. В следующем ряду, значит, я провяжу 4 лицевых накид, потом 5 лицевых накид, и будет за счет этого донышко будет расширяться. Через один ряд. Один ряд мы делаем накида, в следующем ряду вяжем без прибавления. Я связала донышко чепчика полностью. У меня получается, что в каждом клинышке по 13 петелек. Мне этого достаточно. Как надо посчитать, сколько надо петелек? Вот какой, то есть чепчик, то есть мы с вами, когда будем продолжать вязать дальше, мы 5 наших клинышков, на 5 клинышках будем продолжать нашу работу, 1 клинышек останется у нас на дополнительной ниточке. Если у вас малыш рядом, вы можете взять сантиметровую линейку и ленту и измерить, то есть нужную вам ширину. Если малыша рядом нет, то можно воспользоваться следующей формулой, которой я всегда пользуюсь. В моем случае, так как я вяжу на размер 42-44, обхват головы, то есть обхват головы я взяла 42 сантиметра, из-за чего, поскольку пряжа у меня достаточно хорошо тянется, и поэтому я взяла по меньшему значению.
полуобхват головы 21 сантиметр. И чтобы определить ширину чепчика, мы воспользуемся такой формулой. Это мы полуобхват головы надо умножить на 1,5 и плюс 6 сантиметров, и это постоянная величина. То есть вы можете брать свои мерочки, например, там обхват головы 36 сантиметров, значит, вы уже высчитываете свои расчеты. По моим расчетам получается 37,5 сантиметров, но это надо учесть, что вот эта мерочка получается вместе с обвязкой. У меня обвязка будет в конечном итоге полым шнуром, это где-то я учла 1,5 сантиметра, поэтому я вычла из 37,5 сантиметров эти 1,5 сантиметра, у меня получается 36, и перевела уже по своей плотности. У меня получается где-то 66, 65 или 66 петелек. Эта величина как раз меня устраивает, поскольку я буду вязать вот узором таким сердечки. У меня раппорт 8 петелек и плюс 1 петля для симметрии. То есть мне нужно для моего чепчика 64 петли и плюс 1 для симметрии, 65 петелек. У меня это получается, что как раз 5 клинышков по 13 петелек, получается 65 петелек. И плюс кромочные петельки я возьму с двух сторон вот этой нижней части. Поэтому теперь я просто вяжу без прибавлений вот эти 5 клинышков и дойду до того места, как у меня начинается 6-й клин. Я довязала вот свой ряд до конца. Последняя у меня кромочная петелька. Петельки клинышка 6-го я перенесла на вот бросовую ниточку, чтобы они мне не мешали. И сейчас я уже буду продолжать вязать прямыми и обратными рядами. То есть я сейчас вот свою работу поверну. Следующий ряд у меня идет изнаночный. Я провяжу этот ряд изнаночным, потом дойду до конца ряда, следующий будет лицевой, поскольку, чтобы у нас с вами получилось чулочное полотно, нам с вами надо чередовать один лицевой, один изнаночный ряд. И так я буду продолжать вязать дальше. Я связала чепчик до того момента, как уже начну вывязывать рисунок. Нам с вами надо сначала определиться с глубиной нашего чепчика. Вы можете померить по готовой какой-то шапочке малыша или воспользоваться формулой, которую использую я. Глубина чепчика у нас, я высчитываю это следующим образом. Полуобхват головы умножаю на 0,5 и плюс 2, это постоянная величина. У меня получилось это 12,5 сантиметров. Я перевела по своей плотности, у меня получается 32 ряда. 32 ряда. Из них я, так как вяжу этот чепчик в комплект вот к этой тунике, у меня получается раппорт рисунка 12 рядов, плюс 2 ряда я провяжу платочной вязкой, и будет еще обвязка зубчиками. То есть у меня вот эта ширина 16 рядов. Поэтому на данный момент я провязала 16 рядов, и сейчас приступаю уже к вязанию своего рисунка. Если у вас, если вы вяжете на другой размер с моим рисунком, значит у вас вот лицевая гладь будет большего или меньшего размера. Если вы не будете вязать рисунок, значит вы продолжаете вязать просто лицевой гладью или тем рисунком, которым вы вяжете. Но я приступаю к своему рисунку. Вот у меня этот рисунок.
Я начну с первого ряда и с одной изнаночной петли. Единственное, я сейчас перейду на спицы меньшего размера. Здесь у меня 3,5, я буду вязать троечкой из-за того, что в ажуре полотно получается более как-то, ну, большим получается, поэтому я перейду на спицы меньшего размера. У меня это спица троечка. Первый ряд. Кромочную петлю я снимаю, провязываю одну изнаночную петлю, 1 лицевая. Следующие 2 петли нам надо провязать вместе лицевой с наклоном вправо. Я предварительно петельки меняю местами, чтобы они не получились перевернутыми. И провязываю. Накид, лицевая, накид, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая. Так, я продолжу ряд до конца, и в конце ряда у меня будет 1 изнаночная, которую мы добавили для симметрии, и последняя кромочная петля. Изнаночный ряд я буду вязать, как смотрят петельки на протяжении всего рисунка. Единственное, накиды я во втором и в 4 ряду буду провязывать изнаночными петельками. Третий ряд. Кромочную снимаю, 1 изнаночная, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевых, накид, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Так, я продолжу ряд до конца. В конце ряда у меня будет предпоследняя петля изнаночная, это для симметрии, которая, и кромочная. 4 ряд вяжем, как смотрят петельки, накиды провязываем изнаночными петельками. 5 ряд. 1 изнаночная, 1, 2, 3, 3 лицевых. Сейчас нам надо с вами сделать шишечку. Шишечку вы можете делать удобным вам способом, который вам больше нравится. Мне нравится с помощью крючка. Я достаю 1 петельку, делаю еще 1, накид, петелька, накид, петелька, накид и еще 1 петелька. И сейчас все петельки за один раз я провязываю вместе. Теперь мне надо вернуть уже провязанную на рабочую спицу. Вот такая шишечка у меня получилась. И продолжаю вязать. 1, 2, 3, 3 лицевых. Я провяжу дальше до конца ряда. Изнаночный ряд провяжу, как смотрят петельки. 7 ряд. 1 изнаночная, накид, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевых, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Изнаночный ряд мы будем вязать, как смотрят петельки, за исключением наших накидов. Сейчас мы накиды в 8, 10 и 12 рядах будем вязать лицевыми петельками. 9 ряд. 2 изнаночных, накид, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 изнаночная. Так мы свяжем раппортом, раппорт у меня связан, и так свяжем до конца ряда. Изнаночный ряд, повторюсь, вяжем, как смотрят петельки, накиды изнаночными, накиды лицевыми петельками. 11 ряд.
3 изнаночных. 1, 2, 3. Накид. Следующие 3 петли нам надо провязать вместе лицевой, но мы сначала поменяем первую и вторую петельку местами, вот таким образом, и уже провяжем их вместе лицевой. Накид. 2 изнаночных. Раппорт на этом закончен. Я провяжу ряд до конца. Следующий 12 ряд мы провяжем полностью лицевыми петельками. Я провязала еще один 13 ряд также полностью лицевыми петельками. И сейчас по изнаночному ряду буду закрывать. Закрывать буду с помощью крючка. 2 петельки снимаю на крючок и провязываю их вместе. Еще одну петельку. У меня получается 2 петельки. Я их закрываю. Таким образом я закрою край своего чепчика. Я закрыла все петельки, и сейчас у меня остался еще край зубчиками. Я делаю одну воздушную петельку, и в следующую петельку, вот у нас с вами, где мы с вами закрывали, я провязываю столбик без накида. Теперь еще одна петелька. Тоже столбик без накида. Теперь я делаю одну воздушную петлю, и в петельку основания я соединительной петелькой. Вот таким образом у меня получается зубчик. И теперь будем повторять. 2 столбика без накида, 1, 2, и теперь зубчик. 1 воздушная петля, и в петельку основания я соединительным столбиком. И еще раз. 1 петелька, 1 столбик без накида, еще 1 столбик без накида, 1 воздушная петля и зубчик. Все вот таким образом я пройду весь край своего чепчика. Я обвязала весь чепчик, и мне осталось только оформить низ моего изделия, тот, который прилегает к шее. Когда я начинала вязать этот чепчик, я планировала, что край сделаю полым шнуром, как у туники. Но попробовала, но что-то мне этот вариант не очень понравился, поэтому я решила оформить точно так же, как вот у этого чепчика. Мастер-класс у меня есть по этому чепчику. Я вам обязательно в описании оставлю ссылочку, если кого-то заинтересует. Понравился оформление вот такой платочной вязкой. Но как вариант, если вы захотите, то можно, конечно, связать и полым шнуром. Я беру теперь спицы и буду вдоль цепочки, которая у меня образовалась за счет кромочных петелек, набирать петельки. Вот за цепочку, за 2 дольки я подхватываю. И у меня первая петелька. Теперь следующую. Точно так же по 1 петельке я буду поднимать из кромочного ряда. Я набрала все петельки. Петли вот у нашего 6-го клинышка, которые были на бросовой ниточке, я бросовую ниточку убрала и перенесла на спицу. И теперь я их просто провяжу лицевыми петельками. Я их провяжу, затем по краю второй части точно так же наберу петельки и буду вязать прямыми и обратными рядами платочной вязкой. Она у нас с вами получается, если мы просто будем вязать полностью лицевыми петельками. И лицевые ряды, и изнаночные. Я связала 5 рядов, и мне этого достаточно. И сейчас буду делать уже завязочки.
Завязочки буду делать с помощью крючка. Вот эту петельку, которая у нас первая на спице, надо нам ее перенести вот так, вот сюда ее, вот. И теперь набираем цепочку из воздушных петелек. Я набрала цепочку длиной, которую вам необходимо для завязочек. Вот я где-то делаю 25-28 сантиметров. И теперь по краю цепочки буду вязать столбики без накида. Мы с вами как бы уже возвращаемся к нашей спице. Но вязать, не вязать вот таким образом, это все зависит от вашего желания. Можно просто край закрыть и пришить готовые какие-либо завязочки. Или, как я уже вам сказала, вариант провязать полым шнуром. Ну, и можно также и как вот делаю я. Они, вот шнурочки, получаются очень мягкие, хорошо завязываются, но в то же время они не развязываются. Не вот там дернул и развязал, если как некоторые иногда делают из шелковой ленточки. Очень плохо держится узелочек. Не узелочек, а бантик. И теперь я так буду вязать до того, как у меня начнется спица. Я связала до края нашей цепочки. Вот у меня последняя петелька. Теперь я уже буду закрывать край своего чепчика. Но сначала провяжу еще одну петельку. И теперь снимаю со спицы петельку и провязываю 2 петли вместе. Петельку и провязываю. И таким образом я закрою край своего чепчика. Я закрою петельки, дойду до конца спицы. Когда останется одна петелька, я точно так же, как и здесь, наберу цепочку из воздушных петелек и провяжу столбик без накида, потом по цепочке столбики без накида. И у меня получится еще одна завязочка. И на этом мой чепчик уже готов. Мне останется только его постирать.